Представьте себе человека, который хорошо поет. Ну вот поистине имеет хорошие вокальные данные, умеет ими пользоваться, но поет только наедине с самим собой, либо где-то в вокальной школе. И вдруг в какой-то момент времени он решается пойти в караоке-клуб или в караоке-бар. Допустим, это будет девушка. И вот девушка, которая умеет хорошо петь, пошла в караоке-бар. Слушает, как другие поют, и понимает, что в принципе, возможно, она поет намного лучше. Может быть, не намного лучше, но лучше. И за весь вечер она не решается ни разу взять микрофон. Ну вот, не уверена в себе, стесняется. И потом, когда вечер заканчивается, она едет домой в такси, и у нее есть на самом деле только два выбора. Первый выбор – это раскритиковать себя в пух и прах, сказать, что я больше никогда не буду ходить в эти клубы, никогда больше не буду делать ничего подобного, я вообще полное ничтожество, ну и так далее по списку. Наверняка многим из вас знакома подобная ситуация. Или второй выбор девушки. Она может похвалить себя за то, что она в принципе вообще пришла в этот клуб. Это же здорово. За то, что она нашла в себе силы и сделала этот первый шаг. И также она может дать себе обратную связь, что в следующий раз она, возможно, исполнит одну песню. Сейчас она уже посмотрела на обстановку. И ведь на самом деле, мои дорогие, это две абсолютно разные стратегии. Первая стратегия — раскритиковать себя в пух и прах. Ну, так себе стратегия, она не добавляет уверенности, она не добавляет никакой мотивации и ничего, что с этим может быть связано. А вторая стратегия, когда ты можешь дать себе обратную связь, когда ты можешь отнестись к себе с пониманием и, возможно, даже с каким-то состраданием. Я не говорю о жалости, а вот именно искреннее такое сострадание к себе. Добрый день, кто к нам присоединился. Сегодня у нас небольшой такой NLP-эфир, посвященный уверенности в себе. И я думаю, это вечная тема, которую мы облечем, наверное, в серию прямых эфиров, где я буду давать практические упражнения. И сегодня у нас будет действительно два небольших практических упражнения, которые помогут немного повысить уверенность в себе. И ведь на самом деле, что такое уверенность в себе? Да? Уверенность в себе — это не означает, что я все могу, мне море по колено и все такое. Это вот вообще не про это. Как ведет себя уверенный человек? Уверенный человек может бояться, испытывать страх. Уверенный в себе человек может понимать, что он может чего-то не знать, что он может чего-то не уметь. Но уверенный человек, он знает, что он может с этим всем справиться. Вот уловите ключевую идею, что уверенный человек — это не тот, кто чего-то не боится, а уверенный человек — это тот, кто знает, что он может справиться со своим страхом. Вот это ключевая особенность. Потому что все остальное, это уже скорее относится к самоуверенности. Лидия нам пишет: да, тема как раз для меня, спасибо большое за ваш труд. Спасибо вам, Лидия, рад, что вы присоединились. Я продолжу свое повествование. Этот эфир будет совсем небольшим, но тем не менее дам несколько хороших рекомендаций, которые помогут эту уверенность в себе начать развивать. Возвращаемся к нашему примеру. Да? Что мы можем сделать после того, как у нас что-то не получилось? Даже вот рекомендую вам делать сразу упражнения. Вспомните, пожалуйста, когда у вас что-то не получилось. Вы кому-то что-то не смогли сказать, либо не смогли что-то сделать. И наверняка в этот момент, когда вы вспоминаете свою какую-то оплошность, неудачу, неуспех, вы услышите голос своего внутреннего критика.
голос вашего внутреннего критика. И вообще, что такое внутренний критик? Это такая часть личности. И, на мой взгляд, уверенность в себе, взращивание в себе этого качества, она идет напрямую через установку диалога с вашим внутренним критиком. Вот давайте даже сейчас в комментариях напишите, неважно, смотрите вы в прямом эфире, либо вы будете смотреть в записи, просто в комментариях напишите, когда вы допустили какую-то оплошность, что вам говорит ваш внутренний критик. Ты растяпа, ты ни на что не способен. Ну, у каждого будут какие-то свои слова. Я вас поздравляю, вы с ним уже познакомились. Это очень важно. Но после того, как вы с ним познакомились, ведь ваш внутренний критик, он сидит внутри вас. И вы можете начать выстраивать с ним диалог, и вы можете начать с ним выстраивать доверие, выстраивать рапорт. Для этого есть хорошее упражнение. Оно заключается в том, что вы можете сказать своему внутреннему критику, когда вы в чем-то сомневаетесь, когда вы на что-то не решаетесь, когда вы чего-то боитесь, какую-то фразу, которая изменит вообще ход ваших действий и ход ваших мыслей. У меня эта фраза звучит так. Я обычно своему внутреннему критику говорю: а давай попробуем. Вот такое вопросительное, побудительное предложение я ему говорю. То есть вот как только я собираюсь что-то сделать, в чем я не очень уверен, я начинаю, когда слышать вот эти внутренние голоса: да ладно, с тебя будут смеяться, что о тебе подумают, ты некомпетентен, там и все в этом роде. Я ему говорю фразу: а давай попробуем. Также есть еще одна интересная фраза, которую можно говорить своему критику. Она звучит так: а что если у нас получится? Да, тоже такое вопросительное и побудительное, мотивирующее предложение. Вопрос такой. И это очень важно, очень важно. Можно говорить более утвердительное предложение, когда внутренний критик появляется, можно сказать: а давай попробуем это сделать. Да? Можно: а давай попробуем сказать, да, это первый вариант. А второй вариант, можно сказать: а давай попробуем это сделать. Ну и третий вариант: мы можем это сделать. Мы можем попробовать, мы можем разрешить себе. И что я вам рекомендую, мои дорогие? Когда вы встречаетесь с внутренним критиком, подберите какую-то одну фразу, которая будет работать именно для вас. В моем случае это фраза: а давай попробуем. Вот у меня она вообще круто работает. Что нужно сделать с этой фразой? Когда вы эту фразу для себя нащупаете и найдете, эту фразу нужно обязательно записать на бумаге. И еще лучше эту фразу разместить где-то, где вы ее будете видеть каждый день. Я, например, свою фразу на таком маленьком стикере размещаю у себя на ноутбуке, так как я часто за ним работаю. И это будет помогать. Если вы живете один и над вами никто не будет смеяться, к примеру, вы можете на зеркале это разместить, где угодно. Вот эта работа со стикерами, она действительно очень круто помогает. Но самое главное — найти вот эту ключевую фразу, которая будет вашего внутреннего критика просто так, по-хорошему, с любовью склонять к попытке. Напишите сейчас в комментариях, какую фразу для себя вы выберете, какую фразу для вашего внутреннего критика вы выберете. Это очень важно. Дальше. Чтобы начать поднимать свою уверенность, так как мы все-таки работаем в контексте нейролингвистического программирования, есть еще одно хорошее упражнение. Оно заключается в том, что вам нужно найти такого человека, найти в своем поле, в своей карте реальности такого человека, который является для вас олицетворением уверенности. Это может быть какой-то актер, может быть какой-то герой, журналист, а может быть просто знакомый человек. Вот вы знаете, там, не знаю, муж моей сестры, или там, я не знаю, мой начальник на работе. Это может быть кто угодно.
Просто это должен быть человек, о котором вы можете сказать, что да, этот человек уверен в себе. Найдите такого человека в своей картине мира. И что нужно делать дальше? Следующие ваши шаги заключаются в том, что когда вы нашли этого человека, вам нужно примерять на себя его роль. Когда вы находитесь в ситуации, когда вы не уверены, когда вы находитесь в ситуации, где вы испытываете какую-то неуверенность, вам нужно задавать себе один единственный вопрос. Ну, допустим, я выбрал себе за такого человека, к примеру, Арнольда Шварценеггера. Не актера, а вот как личность, да? Ну, к примеру. И когда я испытываю неуверенность, я задам себе вопрос, а как бы на моем месте поступал Шварценеггер? И этот вопрос, он, во-первых, вы услышите у себя внутри ответ, а во-вторых, он вам будет помогать примерять на себя вот эту идентичность, потому что мы, как правило, чувствуем себя неуверенными, когда мы не знаем, как можно поступать. Так вот эта вот игра с вашим героем, вот вы написали, у меня подруга такая, да, и в тех случаях, когда вы будете чувствовать себя неуверенной, задавайте себе вопрос, а как на моем месте поступила бы моя подруга? Вы будете видеть, как на вашем месте поступал бы другой человек, и следующий шаг – попытаться сделать так же, как сделал бы этот человек, которого вы выбрали за свой эталон уверенности. Причем этот эталон уверенности, он вам нужен на какое-то время. Может быть на месяц, может быть на 2, может быть на год. Но потом вы найдете себе либо другой эталон, либо сами станете для себя эталоном уверенности. И самое главное, запомните, что уверенный человек – это не тот, который ничего не боится. Уверенный человек – это тот человек, который знает, что он справится со своей неуверенностью. Вот это ключевая вообще идея моего сегодняшнего выхода в эфир. И будьте внимательны, потому что какая может быть произойти ошибка, может быть. Когда мы берем какую-то модель, мы можем перепутать уверенность с самоуверенностью. Ну, что такое, как ведет себя уверенный человек? Давайте на примере публичного выступления. Вот если говорить о человеке уверенном, он знает, что он выступит хорошо, но будет к выступлению готовиться. А человек самоуверенный, он будет действовать из такого убеждения. Я и так все знаю, зачем мне готовиться? Вот разница между уверенностью и самоуверенностью. Допустим, уверенный человек будет рассуждать так, что я сделаю все, что от меня зависит, чтобы выступить хорошо. А самоуверенный человек будет говорить, аудитория должна меня полюбить. Это неплохие убеждения. Вот я вам сейчас привожу примеры убеждений уверенного человека и самоуверенного. Либо следующий пример, что уверенный человек, готовясь к выступлению, будет понимать, что ему будут задавать вопросы, и, возможно, ему зададут какие-то вопросы, на которые он не знает ответ. И уверенный человек честно себе признается, да, будут вопросы, на которые я не буду знать ответа, и это нормально. Самоуверенный же человек скажет, я все знаю, я эксперт, и даже если он не будет знать ответа, он будет придумывать этот ответ. Я думаю, что это не очень хорошо, и как раз-таки признание своей в чем-то некомпетентности, это тоже очень важное качество, когда мы понимаем, что мы не идеальны, что мы несовершенны, но мы к этому стремимся, да. Мы знаем, что это невозможно достичь в полной мере за всю жизнь, но мы знаем, что можно всегда совершенствоваться. Более того, вот уверенность и самоуверенность, уверенный человек, он будет слушать обратную связь, полезную обратную связь. Ну, например, если мне кто-то напишет комментарий по поводу этого эфира, конкретно этого эфира, и скажет, Юрий, вот в этом месте было бы круто рассказать еще-то вот это и вот это, я восприму это как обратную связь. Но если мне кто-то скажет, Юра, у вас хороший контент, но прическа у вас ужасная, я даже не обращу на это внимания. Потому что
я считаю себя достаточно уверенным человеком. И я умею, как говорится, отличать зерна от плевел. И вот уверенный человек, он реагирует нормально на обратную связь. А если на моем месте находился бы самый уверенный человек, он бы сказал: да что вы понимаете вообще в моде и в прическе, да, к примеру, на такой комментарий. И этим отличаются уверенные и самоуверенные люди, да. Поэтому имейте в виду, что очень важно осознавать себя и реагировать на обратную связь, но спокойно, просто спокойно. Ну что, надеюсь, что было полезно. Жду ваших комментариев. Первый комментарий я прошу от вас, это чтобы вы написали ту фразу, которую вы придумали, побуждающую для вашего внутреннего критика. В моем случае: а давай попробуем. Или еще одна фраза, которая тоже хорошо работает. Вы можете взять и мои фразы, но главное, чтобы они вам ложились в вашу карту реальности. Вторая фраза: а что если у нас получится? Прямо с внутренним критиком нужно разговаривать. Вот прям не нужно пугаться о том, что у вас шизофрения, а ведь внутренний голос, он же у вас появляется так или иначе. Постарайтесь начать его замечать и относиться к нему с уважением. Говорить ему: а давай попробуем, а что если у нас получится? Или мы можем это сделать. Ну или какие-то другие фразы. И я сейчас прошу вас написать в комментариях, какую фразу вы для себя выберете. Ну и второе, выберите одного человека, который для вас является олицетворением уверенности, и каждый раз, когда вы испытываете какую-то легкую неуверенность, задавайте себе вопрос: а как бы вот этот человек на моем месте поступил? И попробуйте поступить точно так же. И у вас будет уже больше намного возможностей и инструментов, чтобы развивать в себе уверенность. Я думаю, что мы продолжим тему уверенности в себе. У меня есть много материалов. Это на самом деле такая большая тема. Есть множество прекрасных упражнений. Буду благодарен вам за ваши комментарии. Делитесь этими видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш новый живой канал с прямыми эфирами. Не забывайте заходить на наш старый канал, который называется Юрий Пузыревский, НЛП тренер. На нем также будут выходить видеоролики, как и выходили. Просто прямые эфиры переехали сюда. Ну и добавляйтесь в наш телеграм-канал, чтобы быть всегда на связи и получать уведомления о прямых эфирах. А завтра в 20:30, как обычно, по четвергам в 20:30 по московскому времени у нас будет наш традиционный НЛП-эфир, который выходит вот каждую неделю. А такие эфиры будут спонтанно, но я думаю, они не менее полезны. Я тоже думаю, что не нужно сдаваться. Не получилось 1 или 2 раза, или больше, но обязательно получится. Спасибо вам. Спасибо вам, Лидия. Рад вас видеть в такое необычное время. Хорошего вам дня, спасибо за ваше время. И вам спасибо большое, дорогие друзья. Был рад всех видеть. Встретимся завтра на традиционном прямом эфире. Не забывайте делиться этими выпусками, ставить лайки, и буду благодарен за любую обратную связь и комментарии. В комментариях к любому нашему видео вы можете писать вопросы, которые я буду освещать. Я хочу построить этот канал, живой канал с НЛП-эфирами, и не только НЛП-эфирами, преимущественно на вашей обратной связи. И буду благодарен каждому и каждой, кто будет оставлять свои вопросы. Ответы на свои вопросы вы будете находить в последующих выпусках. Все, до скорых встреч. Желаю вам быть здоровыми, развивать уверенность в себе и берегите себя.